Всем привет, с вами Рида 911 и давайте поговорим о концовке саги о Винланде. У меня не было в планах делать это видео, но ситуация экстренная. Если вы такой же фанат саги о Винланде, как и я, то вы наверняка знаете, что 25 июля вышла финальная глава манги под авторством Макото Юкимуры-сенсея. Сам факт того, что выходит финальная глава, был абсолютно неожиданностью для всех. На данный момент в манге шла непосредственно кульминация арки о путешествии в Винланд. О том, что манга близится к концу, не было ни одного намека. И вообще, по ощущениям, чувствовалось, что манга будет выходить как минимум еще лет 5, а то и больше. Но что случилось, то случилось. В мае появилась новость, что 25 июля манга Винланд закончится. Я тогда знатно приофигел. Получается, что до конца манги осталось всего лишь 2 главы. В июне и в июле. Получается, анонс финальной главы случился прямиком перед выходом самой финальной главы. За свою жизнь я прочитал достаточное количество манг, и обычно, если манга в ангоинге, то о завершении манги предупреждают хотя бы, глав за 10, хотя бы глав за 5, но не так, как случилось с Винландом. Чтобы многим стало понятнее, насколько это все было неожиданно, то можно провести параллель, как если бы вот прямо сейчас с выходом новой главы One Piece объявили бы, что следующая глава будет последней. И люди бы закономерно задались бы вопросом, а ничего, что у нас тут вовсю как бы арка идет, куча всего еще надо показать и вообще. На самом деле Макото Юкимура 2 года назад давал интервью блогеру Гигуку, в котором так и сказал, что арка путешествия в Винланд будет последней. На тот момент я сильно не придал значения этим словам, потому что даже Эйчиро Ода, мангака One Piece, частенько говорит о завершении манги, но в итоге все оттягивается на долгие годы. Мангака One Piece заявлял, что в течение 5 лет манга закончится, но, по правде сказать, этим даже и близко не пахнет. Поэтому я не придал особого значения словам Юкимуры. Ведь хотеть завершить мангу на одних условиях это одно, но как оно получится по факту, никто не знает. Но факт таков, что манга закончилась. И это на самом деле очень печально, ведь манга была долгостроем, 20 лет как-никак выходит. Пусть 20-страничная манга и выходила раз в месяц, а то и раз в 2 месяца, будем честны, но все равно эта манга выделялась отличнейшей рисовкой и крайне проработанными фонами. Не каждый мангака тратит столько времени на рисование фонов, сколько тратил на это Юкимура-сенсей. На 22 год тираж саги о Винланде был уже более 7 миллионов копий. Кстати, на территории СНГ эту мангу лицензионно выпускает History Comics. Кто еще не прикупил себе в коллекцию, крайне рекомендую это дело наверстать. Но давайте уже перейдем непосредственно к финальной главе. Предупреждаю, дальше будет большое количество спойлеров. Еще до выхода этой финальной главы я рассчитывал, что глава будет хотя бы страниц на 80. Некоторые мангаки на самом деле так поступали, выкатывали одну большую главу, в которой закрывали все квестовые линии. И я очень надеялся, что с Винландом будет такая же история. Ведь много чего еще не рассказано. Мне хотелось бы узнать, что там вообще происходит в Европе. Чем сейчас занимается Кнут. Что там с Торкелем. А если учесть, что в мангу еще был введен сын-дочь Торкеля, то хотелось бы увидеть их взаимодействие. Также очень интересен этот индеец, который заполучил меч. Хочется ответов на многие вопросы. Ближе к финальной дате я уже буквально не мог сидеть на месте. Я постоянно гуглил какие-то новости, хотел узнать раньше времени, может какие-то будут инсайды, какие-то спойлеры. Но вот приходит заветная дата, и в главе 28 страниц. Ну и как можно закрыть эту мангу за 28 страниц? Я уже предвкушал беду и недовольство, но давайте прочитаем. Дело стало пахнуть слитой концовкой. Точнее, пахло-то оно и до этого, но теперь прям завоняло. Ну что ж, давайте окунемся в этот финал. Глава начинается с того, что северяне собираются уплывать с Винланда. Грузят барашек и вещички на свои корабли. Торфин передает Палмуку семена пшеницы. Торфин 1 просит Торфина номер 2 переводить. Торфин объясняет индейцам, как растить пшеницу, и заодно интересуется, куда делась Нисхауджи, на что ответа не получает. Они любезно прощаются друг с другом и пожимают друг другу руки. Отчалив недалеко от Винланда, Торфин замечает того грозного индейца, который заполучил меч северян.
и предупреждает его, что если он хочет, чтобы его народ жил в мире и процветании, то он должен выкинуть этот меч в море. Но индеец лишь демонстративно поднимает меч и смеется. Отплыв на безопасное расстояние, Торфин номер 2 веревкой подтягивает к себе одну из лодок, в которой, как оказалось, была спрятана Нисхауджи. И слово за слово Торфин номер 2 и Нисхауджи говорят всем, что они собираются жить вместе. Но так уж сложилось, они не могут вместе жить на Винланде, потому что иначе люди того грозного индейца убьют Торфина номер 2. Но и в Гренландии они тоже жить не могут, потому что тогда Нисхауджи придется жить как северянка. И это даже не самое главное, дело не в культурных различиях. Просто индейцы и северяне мгновение назад убивали друг друга. Так что вполне возможно, если они вернутся в Гренландию, то вполне вероятно, что найдутся люди, которые захотят убить Нисхауджи, просто чтобы отомстить за своих родных или просто за свой народ. Торфин номер 1 принимает решение Торфина номер 2 и желает ему всех благ в его сложном пути. Затем все обмениваются любезностями, и Торфин номер 2 спрашивает у Нисхауджи, куда же мы теперь поплывем? На что Нисхауджи, глядя в небо, отвечает «Somewhere not here», то есть какое-то другое место, только лишь бы не здесь. Проще говоря, куда подальше. Затем автор дает нам небольшой экскурс в историю 13 века. Затем северяне приплывают на тот остров, на котором укрылись женщины и дети. Жены встречают своих мужей, все радуются. Торфин также встречается со своей семьей и впервые видит своего второго ребенка. Затем нам показывают, как Пулмук усердно вспахивает поле, сажает пшеницу, отбивается от зайцев и птиц, и в конце концов пшеница прорастает. И проросла это не просто пшеница, это все молитвы о будущем. Не дадим же этим побегам умереть. Конец. Вот такой получилась концовка манги «Сага о Винланде». Я видел разные форсированные концовки манг, и это одна из них. Во многих мангах причина слитой концовки была в том, что падали рейтинги, и приходилось срочно заканчивать мангу. В случае же с «Сагой о Винланде» все сводится, видимо, к тому, что мангака просто устал. Если уж прям на чистоту, то мангака мог бы как-то показать хотя бы мельком, что там с Кнутом, что там с Торкелем, что вообще происходит в Европе. Но ответов, видимо, мы уже никогда и не получим. Остаются еще надежды на аниме, ведь чисто навскидку должно выйти еще хотя бы 2 сезона. Возможно, в завершающем сезоне как-то более раскроют этот финал и покажут то, что недопоказали. Но, как я уже повторюсь, видимо, мангака сам уже устал от своего произведения. Мне будет очень интересно услышать мнение единомышленников. А что вы думаете по поводу концовки? Я здесь человек новый, поэтому буду рад всяческой поддержке. Поэтому, если вдруг кому интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики. Также в описании вы найдете ссылки на мой Telegram и Twitch. Всем спасибо за просмотр и оставайтесь на связи. Нам еще есть что обсудить.